Привет, друзья! Держитесь крепче, потому что то, что нам удалось раскопать, не укладывается в голове. Проверьте подписку на канал и приятного просмотра. Летом 1823 года офицер Черноморского флота высадился на голом камне посреди моря в 35 километрах от Дунайского устья и поднялся на самую высокую точку. Под ногами у него лежал квадрат. Фундамент из огромных известняковых блоков, уложенных насухо без раствора, 30 на 30 метров, строго по сторонам света. Офицер снял подробный план, отметил каждый камень и написал в отчете то, во что в Петербурге поверили не сразу. Это остатки храма Ахилла, того самого святилища, о котором писали греческие и римские авторы. Через 18 лет к острову подошла научная экспедиция из Одессы. Фундамента не было, ни одного блока. 20,5 гектаров камня в Черном море хранят 13 историй, и первая из них про то, как бесследно исчезает целый храм. 3 вопроса, на которые я буду отвечать следующие полчаса. Первый. Почему клочок суши размером с пару городских кварталов 2500 лет притягивает к себе людей, и почему каждый раз берет с них плату? Второй. Как вышло, что храм, простоявший 26 веков, растащили при живых свидетелях, и никто за это не ответил? Третий. Может ли камень в 20 гектаров решить судьбу 12 тысяч квадратных километров моря? И кто, где и по каким правилам это решал? Ответы разбросаны по 13 главам. Ни одного придуманного факта. Каждая дата проверена по источникам, и там, где источники расходятся, я скажу об этом прямо. Северо-западный шельф Черного моря – это 64 тысячи квадратных километров ровного подводного стола. Плоскость, ил, глубины в несколько десятков метров, и на всей этой площади есть ровно одно место, где древние породы вылезли наружу и остались над водой. Остров Змеиный, он же античная Левке, он же генуэзская Филоксия, он же турецкий Йылан-Ада, он же румынская Инсула Шерпилор. Он поднялся тектоникой, а не намывом, и сложен кварцитовыми песчаниками и пестрыми кварцевыми конгломератами, породой, которая по прочности мало уступает граниту. Ровно в этой точке сходились морские дороги. Сюда выносило суда из Дунайского устья, отсюда правили на Ольвию, на Истрию, на Тиру, на Боспор. Мимо шли греки, римляне, византийцы, генуэзцы, турки. Каждый что-то оставлял – приношение, якорь, монету, корабль, а иногда и себя. 13 этих следов я сегодня и разберу. Почему находки копятся именно здесь, а не по всему шельфу, объясняется одной строчкой из Лоции. Парусник, идущий из Дунайского устья на восток, обязан обойти остров, и обойти его надо в притирку. Дальше к северу мели, дальше к югу открытое море и встречный ветер. Значит, тысячелетиями суда проходили через одну и ту же узкую полосу воды шириной в несколько километров. Часть из них останавливалась. Бросить якорь, переждать шторм, подняться к святилищу. Часть не доходила. Каменистый грунт вокруг острова плохо держит якорь, и при резкой смене ветра судно срывало и било о скалу. Канаты рубили, якоря бросали, груз выкидывали за борт. В итоге дно вокруг 20 гектаров суши превратилось в самую плотную свалку древностей на всем северо-западном шельфе. Добавьте к этому характер породы. Кварцит почти не выветривается, и то, что легло на него 2000 лет назад, не ушло в ил, а осталось лежать на виду. Здесь редкий случай, когда археологу не надо копать. Надо просто нырнуть и посмотреть. Тайна первая. Белый остров, которого не должно быть на карте. Начнем с камня, потому что без него не объясняется ничего остальное. Форма острова крестообразная, расстояние между крайними точками 615 и 560 метров, площадь 20,5 гектаров. Высшая точка 41 метр над уровнем моря. С северо-востока обрыв невысокий, метра 4-5, а с юго-запада стена уходит вверх метров на 25. Почвенный слой несколько десятков сантиметров, местами его нет вовсе. Внутри массива есть естественные подземные полости. Вода тысячелетиями просачивалась по трещинам и вымывала пустоты. Деревьев сегодня нет ни одного, только степные травы, которые цепляются за расщелины и выгорают к июлю.
С возрастом породы вышла отдельная история. Одни исследователи говорят о 10 миллионах лет, другие – об отложениях гораздо более древних, а сотрудники Одесского национального университета имени Мечникова находили здесь окаменелости моллюсков, которые датируют десятками миллионов лет. По разным оценкам, цифра гуляет в разы, и честнее сказать так – остров заметно старше моря, которое его окружает. Черное море в нынешнем виде существует несколько тысячелетий, камень под ногами на порядке дольше. Он торчал здесь, когда никакого моря вокруг еще не было, механика его образования, к слову, довольно простая. На дне древнего бассейна слой за слоем копились галька, песок и кварцевые кристаллы. За миллионы лет рыхлая масса спрессовалась, зерна сварились между собой и получился кварцит. Порода, которую только по происхождению относят к осадочным, а по прочности она мало чем уступает граниту. Потом тектоника подняла этот блок вверх, а море срезало все, что было мягче. Осталась одна упрямая пробка посреди ровного дна. Название Левки греки дали за цвет. Кварцит на солнце отбивает свет и с воды кажется белым, а сверху столетиями ложился птичий помет. Миллионы чаек, бакланов и нырков превращали скалу в известковую шапку. Мореход, идущий от Дунайского устья в открытое море, видел эту белую точку задолго до того, как различал берег материка. Единственный ориентир на всем плоском шельфе. Для парусной эпохи это значило больше, чем любой компас. Увидел белое пятно на горизонте, понял, где находишься, с точностью до нескольких миль, и знаешь, куда править дальше. Единственное место, где можно бросить якорь, отдышаться и попросить у кого-нибудь удачи. Греки нашли, кого просить. И тут всплывает деталь, которая ломает привычную картинку. Античные справочники описывают этот остров как землю окружностью в 20 стадиев, поросшую лесом. 20 стадиев – это около 3,5 километров по периметру, заметно больше нынешнего. Лес на голой кварцитовой скале сегодня представить невозможно. Деревьев здесь нет ни одного. Несколько акаций и фруктовых саженцев, высаженных у построек в последние десятилетия, выживают только под прикрытием стен. В открытом месте их убивает соленая взвесь и солнце. Что произошло за 2500 лет? Часть ответа дает море. Его уровень за этот срок менялся неоднократно, и в отдельные периоды суши вокруг скалы было больше. Часть ответа дает человек. Древесину свели те, кто приходил сюда за дровами для жертвенного огня и корабельного ремонта. Часть – ветер и прибой, которые обгрызают камень каждый шторм. Остров уменьшается прямо на глазах письменной истории. Нам достался огрызок. Что за постройку успели поставить на нем, пока он еще был островом с лесом? Тайна вторая. Храм, который поставили на вершине Ахилл после смерти. По одной из ветвей мифа не спускался в царство теней. Мать, морская богиня Фетида, унесла его с погребального костра и перенесла на остров в устье Истра. Так греки называли Дунай. Об этом рассказывала Эфиопида, поэма эпического цикла, которую приписывают Арктину и относят к VII веку до нашей эры. Там герой продолжает жить среди других обожествленных героев. К VI веку до нашей эры на вершине острова уже стоял ионический храм. Ахилла здесь почитали не как воина под Троей, а как Пантарха, владыку моря, покровителя тех, кто ходит по воде. Логика простая. Если самый быстрый и самый яростный из греков теперь живет посреди понта, значит договариваться о погоде надо с ним. Что именно там было построено, известно по описанию 1823 года и по позднейшим раскопкам. Квадратная в плане постройка примерно 30 на 30 метров, ориентированная по странам света с внутренними помещениями. Блоки известняка уложены насухо, отдельные детали – мраморные, их потом вывезли. По острову находили обломки черепицы, фрагменты колонн, куски архитектурного декора. В музее, который позже открыли на самом острове, эти обломки выставили рядом с художественной реконструкцией. Приземистое здание на голой вершине, море со всех сторон, ни одного дерева. Если бы такой комплекс раскопали в материковой Греции, о нем знал бы каждый школьник. Здесь о нем не знает почти никто. Самое подробное описание оставил Ариан, римский наместник Каппадокии, который около 130-х годов нашей эры составил для императора Адриана перипл Понта Евксинского, то есть Лоцию черноморских берегов.
По его словам, на острове храм Ахилла со статуей древней работы. Людей нет, пасется немного коз, и коз этих посвящают Ахиллу все, кто сюда пристал. В храме множество надписей, одни по-гречески, другие по-латыни, разными стихотворными размерами, все в похвалу герою. Моряки оставляли деньги и дары, и действовал запрет. Ночевать на острове нельзя, к закату надо уйти на корабль. Почему нельзя? Ариан объясняет осторожно, через «рассказывают». К этому запрету я вернусь в самом конце, и он окажется страннее, чем звучит сейчас. Святилище на скале работало не само по себе, оно было вершиной целой системы. Главным устроителем культа выступала Ольвия, греческий полис в устье Южного Буга. Там регулярно ставили посвящение Ахиллу Пантарху. Там же, на длинной песчаной косе, которую греки называли Ахилловым бегом, проводили ахиллеи, состязания в честь героя. Это был единственный известный общегреческий праздник во всем Северном Причерноморье, учрежденный в V веке до нашей эры, и, по преданию, его одобрила Дельфийская Пифия. Местная традиция объясняла происхождение игр тем, что герой сам когда-то устроил здесь состязание в память о победе, а на самом острове при раскопках нашли стихотворное посвящение Ахиллу Пантарху, в котором прямо назван остров Ахилла, то есть камень посреди моря и полис на материке говорили друг о друге одними и теми же словами. Скала в 20 гектаров была действующим религиозным центром с расписанием, жрецами и годовым циклом. Кто же тогда убирал этот храм, если людей на острове не было? Секунду. Я редко вот так вылезаю, но тут надо. Если вам зашло, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня очень важно. Все, продолжаем. Тайна третья. Птицы, которые мыли храм. В том же тексте Ариана есть фрагмент, мимо которого обычно проходят как мимо красивой сказки. На острове гнездится множество птиц – чайки, нырки, морские вороны. И эти птицы, пишет Ариан, каждый день рано утром слетают к морю, окунают крылья, торопливо возвращаются в храм и окропляют его водой. А когда влаги достаточно, обметают крыльями пол. Античный автор подавал это как чудо. Храм убирают сами служители Ахилла, человеческие руки не нужны. Обратите внимание на точность наблюдения. Морские птицы каждое утро уходят на кормежку к воде и возвращаются на скалу. Мокрые крылья разбрызгивают влагу. Стая, взлетающая с каменного пола, поднимает и гонит по нему все мелкое, что там лежало. Античный свидетель описал реальное поведение колонии до последней детали и подобрал ему объяснение из своей картины мира. Держите этот образ в голове. Через 2000 лет наука объяснит его почти буквально, и объяснение окажется мрачнее чуда. Остров лежит ровно на одном из главных миграционных коридоров Восточной Европы. Птицы идут с севера на юг вдоль побережья, срезают через открытое море, и Змеиное оказывается единственной точкой опоры на десятки километров вокруг. Весной здесь фиксировали до 234 видов. По данным наблюдений, весной проходит около 200 мигрирующих видов, 28 из них занесены в Красную книгу, осенью 156 видов, из них 27 краснокнижных. Наблюдения и кольцевания ведутся с 70-х годов 20 века, в том числе силами ученых Одесского университета. В декабре 1998 года на острове и в прилегающей акватории создали общезоологический заказник общегосударственного значения площадью 232 гектара. В воде вокруг 49 видов рыб и 6 видов крабов, из них, соответственно, 3 и 4 вида краснокнижные. А теперь неприятная часть. Пресной воды на острове нет. Еды для перелетной стаи тоже почти нет. Птица садится сюда обессиленной после многочасового перелета над водой, и для части стаи этот привал становится последним. Поэтому скала веками покрывалась не только пометом, но и останками. Именно эта многотысячелетняя органика ушла по трещинам вниз в подземные полости и отравила единственный водоносный горизонт острова азотными соединениями. Каждое утро птицы и правда летали к морю и возвращались на вершину. Все, как записал Ариан. Вот только храм они постепенно хоронили под собой. И вода, которую через 20 веков попытаются достать из скважин, окажется непригодной именно из-за них. Чем за это заплатили люди, разберу отдельной главой. Механика этого перевалочного пункта проста и жестока.
Птица, идущая осенью с севера, выходит к морю в районе Дунайской дельты и дальше должна пересечь открытую воду. Вдоль побережья лететь дольше и опаснее из-за встречных ветров. Напрямую короче, но над водой негде сесть. И тут посреди пустой поверхности возникает белая точка. Во время затяжных штормов и туманов на Змеином наблюдали массовые посадки. Скала буквально покрывается птицей, которая уже не держится в воздухе. Хищники приходят следом. Соколы и луни знают это место не хуже мелких воробьиных и работают здесь как у кормушки. Отсюда и такие длинные видовые списки. За один сезон через 20 гектаров проходит фауна половины континента. Кольцевание, которое ведут с 70-х годов, дало сведения о маршрутах, которые иначе получить негде. Одна и та же особь может быть отмечена здесь, а через месяц за тысячи километров к югу. Заказник 1998 года формально закрыл остров для хозяйственной охоты. Защитить перелетную стаю от истощения не может никакой указ. Кому вообще принадлежит место, где живое не может напиться? Тайна четвертая. 241 монета и 1 сосуд. Раскопки на острове ведутся с середины 19 века, и главный их итог – не архитектура, а приношение. Из культурного слоя и из прибрежной воды поднимали надписи с посвящениями Ахиллу, владыке Левки, керамику с граффити, процарапанными именами дарителей, терракоты. Фрагменты сосудов, специально разбитых при жертвоприношении, остатки стен и выложенные камнем колодцы. И монеты. Их хронологический диапазон от 5 века до нашей эры до первой половины 3 века нашей эры. То есть святилище работало без малого 800 лет, а подавляющее большинство находок приходится на 4 и 3 века до нашей эры, на пик его славы. И вот здесь начинается самое странное. Монеты, найденные на скале в 35 километрах от ближайшей суши, чеканены по всему античному миру. Афины. Все крупные колонии Черноморского побережья, города Малой Азии, Эгеиды, материковой Греции. Отдельная научная работа Михаила Абрамзона и Ирины Тункиной, вышедшая уже в нашем веке, ввела в оборот прорисовки 241 античной монеты, найденной на Фидонисе в 40-х и в начале 50-х годов XIX века. Одна эта публикация вдвое увеличила список греческих центров, чьи деньги оказывались на острове. Каждая монета – конкретный человек, конкретный корабль, конкретная просьба. Кто-то шел с грузом зерна и боялся шторма, кто-то вез вино и боялся пиратов. Все они по очереди поднимались на эту вершину и клали монету перед статуей. Как это работало технически, восстанавливается по самим находкам. Приплывший поднимался на вершину, оставлял приношение и часто фиксировал факт, процарапывал на стенке сосуда свое имя и имя того, кому дарит. Такие граффити – самый честный источник, какой бывает у археолога. Их писали не для потомков, а для Бога, наспех, острым предметом. Часть сосудов разбивали намеренно, потому что вещь, отданная герою, не должна была вернуться в обиход. Отсюда и слой керамики, в котором целых предметов почти нет. Отдельная линия – надписи на камне. Их было много, и по свидетельству Ариана, часть была греческой, а часть – латинской. Значит, культ пережил приход римлян и работал еще во II и III веках нашей эры, когда классическая Греция давно закончилась. Монетная хронология это подтверждает. Последние поступления доходят до первой половины III века нашей эры. Дальше – обрыв. Святилище, простоявшее около 800 лет, гаснет вместе с римским контролем над северным берегом Понта. Отдельно назову один предмет. В 1898 году с острова происходит краснофигурный сосуд последней четверти VI века до нашей эры с именами Эпиктета и Никосфена, мастеров, чьи работы известны музеям всего мира. Вещь такого класса на голой скале означает одно – сюда приносили не мелочь, а лучшее, что было на борту. И это же объясняет финал. Примерно в 330-320-х годах до нашей эры святилище разграбили пираты. 8 веков люди свозили на остров золото, серебро и расписную керамику, и рано или поздно об этом узнали те, кому нужны были не пророчества. Сколько оттуда вынесли?
не знает никто. Это переписывает привычную картинку про тихое святилище на краю мира. Кто увез 8 веков чужих надежд? Впрочем, самое обидное с храмом сделали вовсе не пираты. Это сделали свои, через 2 с лишним тысячи лет. И у того человека было имя, должность и смета. Тайна 5. Человек, который опоздал на 18 лет. Николай Никифорович Мурзакевич родился в 1806 году в Смоленске в семье священника и историка. Сам стал историком и археологом, перебрался на юг, преподавал, дослужился до директора Ришельевского лицея в Одессе и много лет был секретарем Одесского общества истории древностей, организации, которая тогда одна занималась античностью Северного Причерноморья. Он знал текст Ариана наизусть, он знал план острова, снятый в 1823 году капитан-лейтенантом Крицким, единственный документ, где храм зафиксирован как реальное сооружение, с обмерами и привязкой. И он много лет собирался туда попасть. В 1841 году Мурзакевич наконец высадился на острове. Он поднялся на ту же вершину, к тому же квадрату. И увидел пустое место. Известняковые блоки фундамента разобрали до основания и вывезли. Их пустили на строительство маяка. Мраморные детали к тому времени тоже растащили. Человек, который 18 лет вез с собой чужой чертеж как обещание, приехал к воронке в грунте. Свой отчет он назвал сухо. Поездка на остров Левки или Фидонисе в 1841 году и опубликовал в 1844 в первом томе записок Одесского общества истории и древностей. Читать его тяжело, именно из-за интонации. Там нет крика, там опись того, чего уже нет. Дальше начинается то, ради чего эту главу и стоило рассказывать. Мурзакевич не бросил остров. Все оставшееся десятилетие он выкупал, выпрашивал и собирал у моряков, карантинных чиновников и местных все, что те подобрали на Фидонисе, и зарисовывал. От руки, монету за монетой, с обеих сторон, с указанием, где найдено. К началу 50-х годов у него накопились прорисовки 241 античной монеты. По сути, каталог утраченного святилища, собранный одним человеком после того, как само святилище исчезло. Он умер в 1883 году. Эти листы пролежали в архиве больше 1,5 веков и были изданы только в наши дни. Спасти храм он не смог. Он спас его посетителей, 241 имя, которое иначе стерлось бы начисто. Чтобы понимать масштаб потери, надо знать, чем было Одесское общество истории и древностей. Его основали в 1839 году, и на несколько десятилетий оно стало единственной структурой, которая системно собирала античность всего северного побережья, от Дуная до Керченского пролива. Ни государственной службы охраны памятников, ни закона, запрещающего разбирать древние фундаменты на щебень, тогда не существовало. Общество держалось на энтузиазме 2 десятков человек, и Мурзакевич был его мотором. Вел записки, комплектовал музей, переписывался с находчиками, выкупал вещи за свой счет. Когда он приехал на Левки и увидел пустую вершину, у него не было ни одного правового инструмента, чтобы что-то предъявить подрядчику. Маяк был нужен государству, храм государству нужен не был. Ученому оставались бумага и карандаш, и он ими воспользовался. Сколько еще таких папок лежит в архивах, дожидаясь своего издателя? Напишите в комментариях, какая из находок на этом острове произвела на вас самое сильное впечатление. Мне интересно сравнить ваши впечатления с тем, что я расскажу дальше. Тайна 6. Маяк, сложенный из храма. Теперь про тех, кто разобрал фундамент, и про то, зачем. Дунайское устье в первой половине XIX века превратилось в один из самых оживленных и самых опасных участков Черного моря. Хлеб из придунайских земель шел на экспорт, суда толпились на подходах, а ориентиров не было никаких. Плоский берег, мели, туманы и одна единственная белая скала в 35 километрах от материка. Решение напрашивалось само – поставить на этой скале огонь. Строительный камень везти морем дорого и долго. А на вершине лежал готовый, обтесанный, идеально подогнанный известняк. Подрядчик поступил ровно так, как поступил бы любой подрядчик той эпохи. Даты и имена здесь расходятся, и я скажу об этом честно.
По одним данным, фундамент разобрали в 1837 году. По другим, работы шли к 1843, когда маяк заработал. Встречается и 1856. Автора проекта одни источники называют английским архитектором, другие — французским графом Мишелем де Пьердоном, долго служившим Османской империи. Твердо известно другое. Башня получилась восьмиугольной, высотой около 12 метров, и ее поставили на высшей точке, то есть фонарь оказался примерно на 40 метрах над водой. В 1862 году сюда привезли маячную лампу из Великобритании. В начале 90-х годов XIX века поставили керосиновую лампу с вращающейся оптикой. Свет стал виден за 20 миль, это около 32 километров. Обслуживали маяк от 5 до 8 человек. Дальше маяк прожил свой век наравне с островом. Весной 1944 года его сильно повредило во время боевых действий. В 1949-м восстановили специалисты Одесского гидрографического отряда. Модернизации прошли в 1975 и 1984. В 1988 добавили радиомаяк с дальностью около 150 миль, почти 240 километров. В августе 2004 поставили станцию спутниковой навигации. И вот вам вся история острова в одном предмете. Камни, которые греки принесли на вершину, чтобы моряк дошел живым, 2500 лет спустя продолжают делать ровно то же самое, только теперь молча, без имени и без храма. Отдельная тема — люди, которые на этом маяке жили. Смена состояла из 5-8 человек, и попадали они в условия, которых в Европе почти не осталось. 35 километров открытой воды до ближайшего жилья. Никакой связи, кроме сигнальной, и снабжения, зависящее от погоды. Осенними и зимними штормами остров отрезало неделями. Питьевой воды тут нет, значит, каждый литр привозной, и запас надо считать заранее. Дров нет, значит, топливо тоже с материка. Огонь на башне при этом гасить нельзя ни на одну ночь. На подходах к Дунайскому устью в сезон шли сотни судов, и любая темная ночь без света на скале означала чью-то посадку на мель. Румынский период добавил еще одну краску. До Первой мировой войны на острове держали дисциплинарный батальон, то есть маячная команда жила бок о бок со штрафниками. Место, где нельзя напиться и некуда уйти, работало одновременно как навигационная служба и как тюрьма. Кто из двоих оказался прав, жрец или подрядчик? Тайна 7. Вода, которой нет. 20 гектаров камня без единого родника. Дождь и снег дают около 300 мм осадков в год, но задержать их нечем. Почвенный слой тонкий, порода трещиноватая, и все, что упало, за считанные часы уходит вниз. Часть просачивается в те самые подземные полости, о которых я говорил в первой главе. Античные обитатели проблему как-то решали. Археологи нашли на острове выложенные камнем колодцы, и это одна из самых недооцененных находок здесь. Люди, приходившие сюда на день, строили водосборные сооружения. Значит, оставались дольше, чем принято думать. И значит, жизнь на скале была устроена сложнее, чем пристал, оставил монету, ушел. В 20 и 21 веке пробовали иначе – бурили. Следов на острове осталось много, несколько скважин с табличками, законсервированных одна за другой. Работавшая скважина номер 2 еще в 2008 году давала воду с рыжеватым оттенком. Железо снималось механическими фильтрами, а вот дальше начиналось непреодолимое. В пробах азотные соединения в количествах, которые делают воду не питьевой. Источник загрязнения тот же, о котором шла речь в 3 главе. Тысячелетия птичьего помета, промытые дождями сквозь трещины прямо в водоносный горизонт. Плюс нефтепродукты, которыми грунт пропитан за десятилетия работы техники. Такую воду разрешали использовать для мытья, стирки и строительства, пить – нет. Питьевую завозили судами и хранили в емкостях. Античные колодцы, выложенные камнем, заслуживают отдельного разговора.
потому что это единственное свидетельство того, что здесь пробовали жить всерьез. Логика у греков была той же, что у любого островитянина Средиземноморья: собирать дождевую влагу в закрытую емкость, чтобы она не ушла в трещины и не зацвела. Колодец на такой скале работает как цистерна, его наполняет небо, а не земля. Значит, кто-то считал объем, кто-то следил за чистотой, кто-то закрывал горловину на лето. Значит, при святилище был постоянный персонал, а не только заезжие моряки. И картинка «Пристал оставил монету, ушел» не полна. В новое время идею попробовали повторить в промышленном варианте. Подземную влагу собирались подавать как товар, для нее даже придумали торговое имя по геологическому возрасту водоносных пород. Проект уперся в анализы. Продать то, что МИ рекомендуют пить, не получилось ни разу. Звучит как бытовая деталь. На деле это оказалась самая дорогая деталь в истории острова. Потому что международное морское право различает остров и скалу по одному признаку. Способна ли территория поддерживать самостоятельную человеческую жизнь и собственную хозяйственную деятельность? Нет своей питьевой воды, нет самостоятельной жизни. Именно на этом позже построит свою позицию одна из сторон в международном суде в Гааге, и спор пойдет не о 20 гектарах суши, а о 12 тысячах квадратных километров моря. К этому мы придем в 10 главе. А пока вопрос, который висел над островом 3000 лет. Как можно владеть местом, где нельзя напиться? Тайна 8. 5 флагов за 200 лет. Перейдем из мифологии в политику. Это уже совсем другая история. 20 гектаров камня без воды, без леса и без гавани по всем хозяйственным меркам не стоит ничего. Ценность у них ровно одна, и она не меняется со времен Ариана. Тот, кто держит эту скалу, держит подходы к Дунайскому устью, а через него – торговлю целого речного бассейна и выход в море для нескольких государств сразу. Поэтому за пустой камень воевали упорнее, чем за иные города. После падения Константинополя в 1453 году остров, как и все побережье, отошел Османской империи. Турки называли его Еланада – Змеиный, по черным ужам, которых течением Дуная выносят сюда до сих пор. Так и появилось нынешнее имя. От безобидных дунайских ужей, приплывающих на бревне, а вовсе не от гадюк и не от легенд. Между греками и турками в биографии острова был долгий и почти неизвестный кусок – средневековый. В морском справочнике середины XIII века, известном как «Компас плавания», остров записан под именем Филоксия. На порталане Пьетро Висконти 1313 года он уже Фидонисси. Греческий порталан 1573 года повторяет то же имя. Между этими датами генуэзские фактории по всему северному берегу, венецианские караваны, византийские суда, и все они прекрасно знали белую точку у Дунайского устья. Ни один из этих мореходов не искал здесь храма. Святилище к тому времени уже несколько веков как выпало из живой памяти. Остров работал чисто утилитарно. Ориентир, укрытие от северного ветра, место, где можно переждать непогоду. Название за эти века сменилось несколько раз, функция не сменилась ни разу. Именно поэтому у него в итоге накопилось столько флагов. Любой, кто хотел контролировать выход из Дуная в море, рано или поздно приходил к этой скале. А в поле большой истории остров вернулся 3 июля 1788 года по старому стилю, 14 по новому. У Фидонисси сошлись турецкая и русская эскадры. Соотношение сил было тяжелым. Около 1110 орудий против 550. Примерно 10 тысяч человек экипажей против 4000. Бой закончился к 5 вечера в пользу русской стороны. Особо отличился авангард под командованием Федора Ушакова. На ход кампании сражение почти не повлияло. Зато сломало представление о том, что турецкий флот на Черном море непобедим. Дальше остров передавали как ключ от квартиры. По итогам войны 1828-29 годов он отошел России. После Крымской войны и Парижского мира 1856 года вернулся Турции. В 1878 по Берлинскому трактату вместе с Добруджей и Дунайской дельтой перешел Румынии.
и пробыл румынским дольше, чем чьим-либо еще за новое время – почти 70 лет. До Первой мировой румыны держали здесь дисциплинарный батальон. Остров без воды и без сообщения работал как естественная тюрьма. Маяк и радиостанция на вершине превратились в наблюдательный пункт, за который воевали. В апреле 1944 года на остров высадился советский десант. Румынский гарнизон сопротивления не оказал. Победитель пишет историю и переписывает карты. Юридическая точка была поставлена бумагой, которую мало кто читал. 4 февраля 1948 года подписали советско-румынский протокол, а 23 мая того же года состоялась передача. Акт подписали двое. Полномочный министр Министерства иностранных дел Румынской Народной Республики Эдуард Мизинческу и первый секретарь посольства Николай Павлович Шутов. В текст вписали даже координаты – 45 градусов с минутами северной широты и 30 градусов с минутами восточной долготы, чтобы не осталось разночтений. В разных публикациях, впрочем, минуты и секунды приводятся по-разному. Одна деталь оказалась роковой – эти акты не были ратифицированы парламентами. Полвека спустя именно за эту ниточку потянут в международном суде. В 1956-м на острове разместили радиолокационное подразделение, и на 40 лет он выпал из открытых карт. А что происходило под водой, пока наверху меняли флаги? Тайна 9. 44 имени под водой. 17 июня 1917 года по старому стилю, 30 по новому, из Одессы вышел эскадренный миноносец «Лейтенант Зацаренный». Задача была мирной – доставить на Фидонисе людей и материалы, чтобы восстановить наблюдательный пост и радиостанцию, те самые, ради которых остров и был нужен всем воюющим сторонам. До острова дошли, у самой цели корабль подорвался на германское мини-заграждение. Взрыв переломил корпус пополам, носовая часть затонула мгновенно, вместе с теми, кто в ней находился. Кормовую успели отбуксировать к острову, и она легла на дно в 2,5 кабельтовых от него, это меньше 500 метров. Погибли 44 человека, среди них 3 офицеров и командир корабля Павел Штильберг. Для эсминца того класса это почти половина экипажа. Представьте себе картину. Половина корабля уходит вниз за считанные секунды, вторая половина еще держится на плаву, и ее тянут к единственному клочку суши на десятки километров вокруг, к скале, на которой нет ни воды, ни врача, ни укрытия. Дотянули. Кормовая часть легла на дно почти у самого острова, и уцелевшие сошли на камень, где 2500 лет назад другие моряки благодарили Ахилла за спасение. Учебники об этом эпизоде молчат. 1917 год в России был занят другим, и гибель миноносца у безымянной скалы прошла между строк. Имена вернули только в 1988 году, когда на острове установили мемориальные доски со списком погибших. Люди, помнившие тот день своими глазами, к тому времени в большинстве своем уже умерли. Чтобы понимать, почему это случилось именно там, нужен контекст. 1917 год на Черном море – это война Нинная. Противник ставил заграждения на подходах к устьям и портам, флот тралил, и обе стороны работали быстрее, чем успевали обновляться карты. Дунайское устье было заминировано плотнее многих участков, потому что через него шло снабжение фронта. Лейтенант Зацаренный принадлежал к серии эсминцев, названных в честь офицеров-минеров прошлого века, и погиб от той самой минной войны, для которой его класс и создавали. Задача у него была не боевая. Наблюдательный пост и радиостанция на острове давали командованию картину на подходах к дельте. Их требовалось чинить, и корабль вез людей и материалы. Катастрофа произошла на рутинном рейсе, как это чаще всего и бывает. Мемориальные доски 1988 года стали первым и на долгое время единственным памятником на всем острове. А потом море отдало сам корабль. 17 июня 2007 года дайверы обнаружили носовую часть ровно через 90 лет после гибели, день в день. Совпадение, от которого у участников поиска, по их же словам, перехватило дыхание. 29 августа 2009 года на глубине 35 метров нашли носовой торпедный аппарат.
Корма лежит на 28 нетрах, примерно в 700 метрах от острова. Условия там тяжелые, прозрачность 8-10 метров, ниже термоклина плюс 5, плюс 8 градусов, редко теплее. Работы вел клуб технического дайвинга совместно с Одесским археологическим музеем. Вода хранит лучше, чем суша, и она же не спешит отдавать. Сколько еще корпусов лежит на этом склоне? Тайна 10. Остров или скала? Спор, который решали в Гааге. Вернемся к недостатку, о котором я говорил в 7 главе. После 1991 года остров оказался украинским, а Румыния сочла вопрос открытым. И главной причиной был не сам камень. Под окружающим шельфом лежат углеводороды. По разным оценкам речь шла о десятке с лишним миллионов тонн нефти и о десятках миллиардов кубометров газа. Точных цифр нет до сих пор, разведка не была доведена до конца, и любые числа тут надо брать со скидкой на прогноз. В 1997 году Украина и Румыния подписали базовый договор об отношениях, а морскую границу договорились согласовать отдельно. За 7 лет переговоров не сошлись. 16 сентября 2004 года Румыния подала иск в Международный суд ООН в Гааге. Позиции были построены зеркально. Румынская сторона доказывала, что Змеиный подпадает под ту статью Конвенции ООН по морскому праву, которая говорит о скалах. Территория, непригодная для поддержания самостоятельной человеческой жизни и хозяйственной деятельности, не порождает ни исключительной экономической зоны, ни континентального шельфа. Главный аргумент – отсутствие собственной питьевой воды. Дополнительно ссылались на договоренности 40-х годов о 12-мильной зоне вокруг острова. Украинская сторона настаивала – это полноценный остров с поселком, инфраструктурой и постоянным населением, и он должен учитываться при проведении линии. Обе стороны привезли в Гаагу тонны документов, от античных лоций до актов 1948 года, которые, напомню, так и не были ратифицированы. Решение огласили 3 февраля 2009 года. Суд единогласно признал Змеиный островом и не поставил под сомнение его принадлежность Украине. И тут же постановил, что при делимитации морских пространств остров учитываться не будет. Вокруг него сохраняется 12-мильное территориальное море, а дальше линия проводится между материковыми побережьями, около 248 километров румынского, против примерно 705 километров украинского. Из спорных 12 тысяч квадратных километров шельфа Румынии отошло около 9700, Украине порядка 2300. Почти 80%. Формально победила одна сторона, по факту довольными объявили себя обе. О том, кто выиграл в действительности, до сих пор спорят. У этого дела оказалась долгая жизнь после приговора. Решение 2009 года вошло в учебники международного морского права как образцовое применение трехшаговой методики. Сначала суд строит предварительную линию равного отстояния, потом проверяет, есть ли особые обстоятельства, которые требуют ее сдвинуть, и в конце проводит проверку на соразмерность, сопоставляет длины побережий сторон с площадями, которые им достаются. Именно на третьем шаге и сработала разница между 248 и 705 километрами. Отдельно важно, что скалой Змеиный признан не был. Суд сознательно ушел от спора о питьевой воде и решил дело через геометрию, а не через гидрологию. Еще важнее другое. Обе стороны решение выполнили, и в международной практике это редкость, о которой юристы говорят чаще, чем о самих квадратных километрах. 20 гектаров камня стоили 9 с лишним тысяч квадратных километров моря, и дно это до сих пор толком не разбурено. Много это или мало для места, где нельзя напиться? Тайна 11. Амфорные поля и корабль, который старше всех. Спустимся под воду. Вокруг острова на глубинах от нескольких метров до нескольких десятков дно усыпано керамикой. Археологи называют такие участки амфорными полями. Тысячи лет греческого мореплавания оставило здесь коллекцию, которую до сих пор не описали полностью. Специалисты выделяют более 80 типов амфор разных производственных центров. Рядом якоря. Каменные, самые архаичные, и свинцовые штоки, часть которых относят к концу 7-го, началу 6 века до нашей эры. То есть корабли приходили сюда еще до того, как на вершине поставили каменный храм. Приходили, теряли якоря на каменистом грунте, обрубали канаты в шторм и уходили налегке.
Главная находка лежит в Северной бухте. Это корпус античного судна, который датируют примерно IV веком до нашей эры. Примерно в 80 метрах от него около 1000 пустых амфор. Картина восстанавливается почти сама. Корабль стоял на якоре в бухте, экипаж сошел на берег к святилищу, тара была уже порожней. Одесские археологи называли это судно древнейшим корпусом, найденным в Черном море. Здесь надо оговориться честно. В 2018 году международная экспедиция нашла у болгарского побережья греческое торговое судно длиной около 23 метров, сохранившееся почти целиком в бескислородном слое, и его датируют примерно тем же временем или раньше. По разным оценкам первенство спорное. Точное место находки у Змеиного археологи не раскрывают намеренно. Появятся координаты, на объект придут черные дайверы. Корабль лежит и ждет нормальной экспедиции уже не первое десятилетие. Работали здесь не любители-одиночки. Подводную археологию у острова много лет вел одесский клуб «Наварекс» совместно с Одесским археологическим музеем. В 2006-м прошла разведка, а с мая 2007-го на острове базировалась комплексная археологическая экспедиция «Филоксия» под тем самым средневековым именем острова. К работе подключился Институт археологии Национальной академии наук, и впервые усилия ученых и дайверов свели в одну программу. Главный итог – типология. Те самые 80 с лишним типов амфор, по которым расписывается, из какого центра и в каком веке сюда приходили суда. Керамическая тара для археолога работает как штемпель на конверте, называет отправителя и дату. Именно поэтому амфорные поля вокруг Змеиного ценнее любого клада. Беда их в том, что лежат они на доступных глубинах и на виду, а значит, беззащитны перед любым, у кого есть баллон и жадность. Античностью дно не исчерпывается. На 33 метрах обнаружены остатки парусника XVIII века, предположительно османского, возможно, участника тех самых событий 1788 года, о которых я говорил в 8 главе. Здесь же затонувший пароход 1907 года. Здесь же советская подводная лодка времен Второй мировой войны. Здесь же обе половины эсминца из предыдущей главы. Один каменный пятачок собрал вокруг себя 2500 лет кораблекрушений, слой за слоем, как годовые кольца. И каждый слой — чьи-то последние минуты. Ученые до сих пор не могут сказать даже приблизительно, сколько судов лежит на склонах вокруг острова. Сплошной съемки дна не было никогда. Что мы вообще знаем о месте, которое не удосужились нормально осмотреть? Тайна 12. Сны на острове мертвых. Теперь про то, о чем говорить тяжелее всего, потому что проверить это невозможно. Греки считали Левки одним из островов блаженных, местом, куда после смерти уходят герои. Идея эта древняя. У Гесиода блаженные острова лежат на краю земли, у самого течения океана, и туда переносят тех, кого боги решили не отправлять в общее царство теней. Обычно такие места помещали на запад, за Геракловы столпы, то есть туда, куда греческий мореход в архаическую эпоху не добирался. С Левки вышло иначе. Ее поместили на северо-восток, в реальный понт, на конкретную скалу, до которой от Ольвии несколько дней хода. Край света оказался адресом, куда можно приплыть. По Стесихору и по преданиям кротонцев, Елена, та самая, из-за которой началась Троянская война, после смерти стала женой Ахилла и поселилась именно здесь. По другой версии, его женой на острове называют Медею. От этого брака называют сына Эвфориона. Логика мифа безупречна. Самый храбрый получает самую красивую, и происходит это за пределами мира живых, на Белой скале в устье Дуная, куда не долетают новости. Литературный след острова тянется через всю античность, и это важно. Место не выдумали поздние компиляторы. Пиндар в немейских одах помещает Ахилла после смерти на Светлый остров и называет его женой Елену. Еврипид в Андромахе говорит о белом береге внутри Эвксинского моря. Античные справочники описывают землю окружностью в 20 стадиев, поросшую лесом, с храмом и статуей. Ариан добавляет деталь, от которой становится не по себе. Коз, которых приносят в жертву, никто специально не привозит, они на острове уже есть, и всякий приставший посвящает их герою.
То есть на скале, без пресной воды и почти без травы веками держалось стадо, которое подъедали жертвоприношениями и которое почему-то не кончалось. Рациональное объяснение простое. Моряки же коз и завозили поколениями. Записано это иначе, как свойство самого места. И весь остров в античных текстах описан ровно в такой интонации. Здесь все появляется само, и все само же исчезает. Самую конкретную историю записал Павсаний во II веке нашей эры. Военачальник кротонцев по имени Леоним получил в бою тяжелую рану, которая не заживала. Дельфийская Пифия отправила его на Левки. Там, сказала она, к нему явится Аякс и рану исцелит. Леоним отплыл, провел на острове какое-то время и вернулся здоровым. А потом рассказал, что видел там Ахилла и обоих Аяксов, Патрокла и Антилоха. Что женой Ахилла была Елена, и что Елена передала через него поручение отправиться в Гимеру к поэту Стесихору и сказать, что слепота настигла его за оскорбительные стихи о ней. Стесихор, по преданию, написал покаянную песнь, полинодию, и прозрел. Никто не знает, что здесь стоит за что. Важно другое. Рассказ передан как показание конкретного человека с именем, городом и должностью, а вовсе не как басня. И вот тут возвращается запрет из 2 главы. Ариан прямо пишет: «Приставать к острову можно, ночевать нельзя. К темноте надо уходить на корабль». Мореходы рассказывали, что видели Ахилла во сне, что слышали на острове голоса, звон оружия, пение. Современные объяснения лежат под рукой. 40-метровая скала с полостями и трещинами при северном ветре гудит и свистит. Десятки тысяч птиц ночью кричат так, что человек, выросший на материке, не отличит их от голосов. Шторм в замкнутой бухте бьет эхом. Все правдоподобно. И все это никак не объясняет, почему запрет держался столетиями и почему его записывали как правило безопасности, а не как поверье. Что именно они там слышали? Тайна 13. Остров, который закрыли. Конец 20 и начало 21 века получились у острова почти мирными, и об этом надо сказать отдельно, потому что сейчас тот период почти не вспоминают. В 1998 появился заказник. В 2002 приняли программу хозяйственного освоения и частично убрали военную составляющую. В 2003 открыли научно-исследовательскую станцию Одесского национального университета. Гидробиологи, орнитологи, геологи получили постоянную базу посреди моря. В начале 2007-го острову присвоили статус поселка. Почта, отделение банка, ретранслятор мобильной связи, генеральный план на несколько десятков объектов. В 2008-м открылся историко-археологический музей, филиал Одесского музея с амфорами, якорями, обломками черепицы и реконструкцией храма. Впервые за всю историю на скале жили люди, которые приехали сюда не воевать. 24 февраля 2022 года остров перешел под контроль российских войск. 30 июня того же года российский гарнизон был выведен. Это все военные подробности, которые я считаю нужным здесь приводить. Тема ролика – не боевые действия. Гораздо важнее для нас другое. С 2022 года остров закрыт, научная станция не работает. Кольцевание птиц на одной из ключевых точек европейского миграционного коридора прервано впервые с 70-х годов. Дайверы к затонувшим объектам не ходят. Судьба музейной коллекции публично не подтверждена. Мониторинг заказника не ведется. И вот к чему мы пришли. Единственным документом, по которому мы знаем храм Ахилла как сооружение, до сих пор остается план 1823 года. Лист бумаги, снятый морским офицером за годы до того, как камни увезли. Все, что написано о храме в научной литературе последних 2 веков, в конечном счете опирается на этот лист и на несколько абзацев Ариана. Ни фотографии, ни обмеров на месте, ни нормального разреза не существует. Сооружение исчезло раньше, чем появились инструменты, которыми его можно было бы описать. Современных раскопок площадью сколько-нибудь заметной здесь не было никогда.
Подводный склон ниже 40 метров не снят, амфорные поля не картированы. Корпус античного судна в Северной бухте не поднят и даже толком не описан в открытой печати. 20,5 гектаров, вокруг которых судились государства, изучены хуже, чем средний курган в степи. Что нужно было бы сделать, известно давно и подробно. Сплошная гидроакустическая съемка дна вокруг острова с построением карты объектов. Стационарные раскопки на вершине современными методами, с геофизикой, с послойной фиксацией, с датировками, а не лопатой по обломкам. Полная публикация амфорной типологии. Консервации подъем античного корпуса из Северной бухты, пока его не растащили по частям. Возобновление кольцевания на миграционной точке, аналогов которой в этой части моря нет. Все это работа на годы и на серьезные деньги. И все это откладывается уже не первое десятилетие. Сначала не было ресурсов, потом не стало доступа. За это время безвозвратно ушли и мелкие свидетельства, которые никому не казались важными. Следы построек, поверхностный слой, вытоптанный техникой, засыпанные шурфы. Археология не терпит пауз. Эта пауза длится дольше, чем работал сам музей. Почему место, за которое дрались тысячи лет, никто не удосужился прочитать? Вернемся к тому, с чего я начал. Офицер на вершине, квадрат известняковых блоков под ногами и человек, который через 18 лет приехал к пустому месту. Первый вопрос был, почему эта скала притягивает людей и чем каждый раз берет плату? Ответ вышел неприятным. Она берет тем, что не дает ничего взамен. Ни воды, ни дерева, ни земли. И оттого каждый, кто сюда приходил, приносил свое. Монету, корабль, гарнизон, жизнь. Второй вопрос был про храм. Его никто не защитил, потому что в виде строительного камня он оказался удобнее, чем в виде памятника, и решение принимал обычный подрядчик с обычной сметой, которому просто некому было возразить. Третий вопрос был про 12 тысяч квадратных километров. На него ответили в Гааге 3 февраля 2009 года. Суд назвал Змеиный островом и одновременно решил, что при разделе моря он не считается. 13 историй. Кварцитовая скала старше окружающего моря. Ионический храм Ахилла Пантарха на вершине. Птицы, которые по Ариану мыли храм крыльями, а по факту отравили единственный водоносный горизонт. 241 монета со всего античного мира и краснофигурный сосуд с именами мастеров. Николай Мурзакевич, опоздавший на 18 лет и спасший то, что еще можно было спасти. Маяк, сложенный из блоков святилища, вода которой нет и из-за которой проиграли шельф. 5 флагов и нератифицированные акты 48 года. 44 имени с лейтенанта Зацаренного, найденные день в день через 90 лет. Решение суда в Гааге. Амфорные поля и корабль IV века до нашей эры. Запрет ночевать и рассказы про голоса. И остров, закрытый для науки с 2022 года. Мурзакевич приехал через 18 лет и не застал храм. Мы опаздываем уже на 200. Все, что известно об этом месте, собрано по крохам. Чужой чертеж, чужие прорисовки, чужие отчеты, обломок черепицы в витрине, 1000 пустых амфор на дне Северной бухты. Скала никуда не денется, она пережила империи, войны, договоры и суды и переживет еще. Вопрос только в том, останется ли к моменту, когда сюда наконец придут археологи с нормальным оборудованием, хоть что-нибудь кроме камня. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете об этом острове что-то, чего не прозвучало, обязательно расскажите. Я читаю все. А когда-нибудь, может быть через 5 лет, а может через 50, кто-то поднимется на эту вершину с лопатой, а не с оружием. И белый камень наконец заговорит. Эта история завершена, но вопросов осталось немало. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.